Привет, друзья! Вы на канале Яхты на колесах. Меня зовут Антон. И мы продолжаем презентацию новинок от Hummer, представленную в Польше. И сегодня у нас в обзоре Iriba Touring 820. Большой элитный прицеп. Touring – это, по сути, главный европейский конкурент американского культового прицепа Airstream. То есть это большой, надежный, элитный. Здесь на выставке, к сожалению, он не подключен у нас к сети и закрыты внешние дверки, поэтому особо смотреть нечего. И, кстати, вся недостающая информация, которую я не могу вам сейчас сообщить, по ссылке в описании. Или задавайте ваши вопросы в комментариях. А мы с вами сейчас идем внутрь. Прицеп удачно в себе сочетает классические визуальные решения с современными технологичными. То есть, например, мы можем видеть вот эту, в принципе, форму. И, кстати, очень напоминает яхту, согласитесь. И рядышком у нас здесь органичные, как-то белыми вписались вот эти вот современные фонарики с USB розетками. Кстати, очень интересное решение у того, как стол превращается в спальное место. У нас не складная ножка, у нас она вот таким образом перекидывается и становится короткой. И в таком положении мы ее опускаем и образуем еще одно спальное место. Сейчас, чтобы посуду не убирать, не буду это полностью показывать. Думаю, сами представляете, понимаете. Прицеп рассчитан на 4, ну или я бы даже сказал 3 человек, которые здесь будут путешествовать с комфортом. То есть опускаем стол, и здесь у нас образуется такая полутораспальная кровать. Ну и, конечно же, есть основная спальня. Дизайн целостно здесь выглядит во всем. Даже рабочая поверхность вот таким интересным образом уходит в плавную волну. И, кстати, вот это окно тоже напоминает чем-то иллюминатор. Здесь реально какая-то яхтовая тема, как будто знали, для какого канала снимаем, когда это делали. Если кто-то помнит, то когда мы снимали в прошлом году в Дюссельдорфе, я часто жаловался, когда есть кофемашина, что нету какого-то крепления для капсул. Ну так, в шутку жаловался, не хватает детальки. Здесь вижу крепление для капсул Nespresso, но не вижу кофемашину на первый взгляд. На самом деле крепление для нее, точнее, очень интересным образом вот так вот спрятано. То есть она вот отсюда опускается у нас, мы ей можем воспользоваться, а потом вот так вот раз, и главное не забыть зафиксировать. Столешницы у нас есть вот такие вот вставные части. Я не могу понять материал, но это очень похоже на металл или каким-то металлическим покрытием сделано. Вот, очень такое массивная увесистая столешница. Также есть еще одно место для хранения каких-то предметов, такое углубление. Естественно, все эти отверстия в рабочей поверхности закрываются небольшими столешницами, чтобы сохранить рабочее пространство. Газовая плита на 2 огня от Tedford. Ниже у нас ящички. Если их подергать, они не открываются. Тут интересная система фиксации. Нужно нажать вот такой фиксатор, и все. И с этого момента ящики, как дома, становятся легко открываются, закрываются. Никаких дополнительных клавиш и так далее. Но когда поехали, главное не забыть закрыть. Кстати, интересная штука. Здесь лежит пульт. Мы в одном из прошлых роликов рассказывали про систему. Этот Ruma Mover позволяет катать прицеп на парковке или когда вам нужно прицепить к автомобилю прицеп с помощью вот этого пульта. Если интересно, смотрите, мы уже в прошлом ролике рассказывали, в одном из прошлых, там есть об этом чуть поподробнее. Кстати говоря, в этом прицепе это идет не опциональная система, она идет вот в базе вместе с прицепом. Есть еще вот такая небольшая выдвижная консоль, и нижний ящик чуть побольше. Нагрузка на все ящики 15 килограмм. Далее у нас холодильник Tedford, компрессорный. Мы с вами уже не раз обсуждали, что это такое. Это как обычный домашний холодильник, работает только от электричества и при этом более эффективен. Это достаточно логичное решение для прицепа, потому что прицеп чаще всего стоит на питче, а не где-то в автономных условиях. Но что интересно на самом деле и странно, что при этом плита у нас почему-то здесь реализована газовая. Не знаю, мне кажется, было бы логичнее уже поставить индукционную, чтобы вообще нам здесь не нужен был газ. Но, тем не менее, вот как-то так. Напишите в комментариях ваше мнение на этот счет. Дальше же забыл еще вам показать. Есть небольшой узенький гардероб вот в этой зоне при входе. И вот такое большое пространство. Я так понимаю, сюда удачно будет поставить телевизор. И дальше небольшое что-то типа вот такого бара.
Это все пластик, но очень такое качественное, можно сказать, как у нас говорят, оргстекло, поликарбонат литой, напоминает визуально стекло. Непонятно, правда, как он будет себя вести при длительной эксплуатации, царапаться, не царапаться, но думаю, все это подлежит, конечно же, замене. Ниже есть еще вот такой шкаф. Душ и туалет объединены в одно пространство, но при этом, когда мы заходим в туалет, все-таки туалет у нас, кстати, Тетфорд с электросмывом, когда мы сюда заходим, мы стоим на полу, мы не стоим в душевом поддоне, как это часто бывает, когда совсем объединено, потому что у нас здесь, по сути, есть отдельно душевая кабина. Ну, как это, в принципе, бывает у нас тоже дома. Но чисто технически это одно помещение, которое закрывается одной жесткой дверью. Пространства благодаря этому здесь достаточно много, но когда закрываем душевую кабину, конечно, все здесь весьма компактненько. Но помыться можно. Ну, надо понимать, что душ, туалет в таких прицепах используется не то чтобы в постоянном режиме, потому что это прицеп, который приезжает в кемпинг, и это, по сути, такая ваша перевозная дача на сезон, потому что путешествовать с ним, прям передвигаться с большими прицепами не очень удобно. А в нормальных кемпингах, куда вы приезжаете, как правило, есть большой душ, туалет, и по большей части вы пользуетесь ими. Просто если вдруг на улице непогода, и вам не хочется никуда выходить, вот вы в таком режиме воспользовались душем. Основная спальня. Спальня перекрывается вот такой шторкой, которая передвигается по специальной направляющей и фиксируется в открытом положении. Возможно, хотелось бы здесь жесткую дверь, но, как я уже сказал, прицеп все-таки скорее вот для комфортного проживания там 2 человек. Это не какой-то семейный прицеп, это вот такой лакшери вариант для 2. Поэтому, в принципе, шторки должно быть вполне себе достаточно. Вот эта вставная часть у нас расширяет кровать, если вдруг вам надо, чтобы это была двуспальная кровать. Сейчас она как бы 2 односпальные, но посередине соединенные воедино. И, что самое главное, здесь очень-очень светло. Обратите внимание на вот эти практически панорамные окна и огромный люк наверху. А здесь за углом кроется частично ответ на то, почему у нас газовая плита. Поскольку прицеп элитный, здесь, конечно же, жидкостное отопление Alde, а Alde работает у нас только от электричества и газа. И вот, по всей видимости, производитель решил, что холодильник у вас, вы можете, если что, обойтись, а вот прицеп замерзнуть не должен. И поэтому в каких-то автономных условиях он будет работать от газа. А раз уже есть газ, можно и сделать плиту газовую. Но мне все-таки кажется, что можно было, раз уж переводим на электричество, отказаться от газа, вообще сделать индукционную плиту, и мы бы ей воспользовались, если что, а газовая там есть на баллончике, если уж до каких-то походных условий. Вот. И оставить газ, ну, только там для Alde. Хотя появились новые системы, мы, кстати, в прошлом году тоже, но пока что они есть вот у Marello, это какая-то совместная их разработка, возможно, не только у Marello, но, по крайней мере, у Hummer и Adri не встречалась. Есть специальная система, которая работает также жидкостное отопление, но работает, например, от дизеля. Для прицепа это неприменимо, но тем не менее, то есть альтернативы Alde уже появились. Если интересно, ищите наши обзоры из Дюссельдорфа на Marello с прошлого года. Продолжая тему газа, снаружи еще за этой дверкой у нас выведен специальный коннектор, чтобы подключать, например, газовый гриль, то есть тоже питается от газа. Ну, то есть газ решили не убирать и вот расширили эту тему. Но в скором времени, вот помяните мое слово, не останется газа в таких прицепах. За этой дверкой, соответственно, у нас как раз и прячутся газовые баллоны, все по классике, к сожалению, сейчас закрыто. По левому борту заливная горловина для чистой воды, объем баков ищите по ссылке в описании. И рядом есть еще один коннектор, к нему можно подключить, например, уличный душ, то есть тоже вода у нас здесь выведена. Далее подключение к сети 220 вольт. И мы видим еще двери, они есть с 2 сторон. Это доступ в подкроватное пространство, место для хранения вещей. Также обращаю ваше внимание, что у нас здесь 2 оси и установлена маркиза Thule OmniStore. И, кстати, есть еще вот такая розеточка. Здесь у нас подключается телевизионная тарелка, когда вы, например, стоите в кемпинге. Смотрите наши обзоры на кемпинге, там видно, как вот люди обустраивают этот быт свой вокруг своих караванов. Eriba Touring 820. Мы сегодня с вами посмотрели по-настоящему яхту на колесах с точки зрения визуальной, но по факту скорее дачу на колесах. Мы вывозим ее, такие прицепы, как правило, раз в сезон или там 1 раз за сезон переезжаем в какие-то места, встаем, где нам интересно, а на следующий год у нас дача находится в новом месте. Пишите в комментариях, нравится ли вам такой формат или все-таки выбрали бы автодом. Вообще, напишите обязательно, вот что вам больше всего нравится. Вэн, интеграл, полуинтеграл, большие прицепы или маленькие. И почему? Если вам не хватило какой-то информации, ищите по ссылке в описании или задавайте вопросы также в комментариях. Меня зовут Антон, до новых встреч, пока.